Мы знаем компанию MAN как одного из ведущих европейских производителей грузовых автомобилей, автобусов и двигателей. Но знаете ли вы, что с 1938 по 1963 годы эта компания производила трактора? Друзья, всем привет! Сегодня мы познакомимся с первым коммерчески успешным трактором компании MAN, модель 2F1. Отправной точкой в тракторостроении для компании стала модель AS250, выпущенная в 1938 году. До войны было изготовлено всего около 20 штук. Трактор был оснащен двигателем объемом 8,3 литра мощностью 50 лошадиных сил. Он имел массу 3500 кг и предназначался для тяжелых сельскохозяйственных работ. После войны в 1948 году было налажено производство АС-325, полноприводного трактора массой 2500 кг с двигателем мощностью 25 лошадиных сил. Однако компания MAN понимала, что большой дорогой полноприводный трактор подойдет не всем фермерам. Многим достаточно компактной, простой и дешевой машины. Ключевую роль в разработке играло сотрудничество с компанией Gültner, которая предоставила базовое шасси и двигатель 2LKN. На этой же базе были построены тракторы Richard 613 и FAR D88. Для Германии тех лет было распространенным явлением, когда небольшие производители делились друг с другом наработками и использовали общие технические решения. Это позволяло удешевить производство, унифицировать модели и эффективнее удовлетворять потребности рынка. Опытные образцы MAN 2F1 проходили испытания в 1956-57 годах на полигонах компании и в условиях реальных фермерских хозяйств. Первый серийный трактор сошел с конвейера в ноябре 1957 года, и уже к 1958 году началась полномасштабная серийная сборка. Трактор выпускался в двух модификациях – базовой MAN 2F1 и узкоколейной MAN 2F1S. Узкоколейная версия предназначалась для работы в садах, виноградниках и с другими специальными культурами, требующими компактной техники. Она отличалась уменьшенной колеей – 1042 мм против 1470 мм у базовой модели, а еще измененной геометрией передней балки, ведущего моста и размерами задних колес. Всего компания произвела 6091 трактор в базовой модификации и лишь 50 штук узкоколейных. Сердцем MAN 2F1 был двухцилиндровый дизельный двигатель Gültner типа 2LKN объемом 885 кубических сантиметров со степенью сжатия 19:1, что обеспечивало уверенный запуск даже в холодную погоду. В отличие от тракторов Gültner AK, FAR D88 и Richard 613, двигатель на MAN 2F1 был доработан по фирменной технологии компании – системе M-Ferfaren. В этой системе камера сгорания имеет сферическую форму и полностью расположена в днище поршня. Топливо впрыскивается не в центр объема, а на стенки камеры. После контакта со стенками топливо испаряется и смешивается с завихренным воздухом, после чего воспламеняется. Такой подход обеспечивает равномерное смесеобразование, мягкую работу двигателя и повышает его экономичность. Система впрыска состояла из топливного насоса Bosch и многодырчатых форсунок. Давление впрыска было около 170 бар. Система охлаждения двигателя была воздушная. MAN 2F1 оснащался механической коробкой передач ZF модели A4. Трансмиссия имела понижающий редуктор и трехступенчатую КПП, что обеспечивало 6 передач вперед и 2 назад. Максимальная скорость составляла 20 км в час. Дифференциал был снабжен принудительной блокировкой. Вал отбора мощности обеспечивал стандартную частоту вращения 540 оборотов в минуту. Дополнительно в трансмиссию был встроен привод для фронтальной косилки, что расширяло функциональные возможности трактора. Для подъема навесного оборудования MAN 2F1 был оборудован гидравликой. Электрическая система работала на напряжении 12 вольт и включала стандартную комплектацию – электростартер, генератор, звуковой сигнал и систему освещения с ближним и дальним светом фар. Опционально для контроля температуры двигателя предлагался термометр, связанный со звуковым сигналом, который при превышении температуры блока цилиндров автоматически его активировал. Также для контроля наработки двигателя в качестве опции предлагался счетчик моточасов.
Для улучшения сцепления с грунтом при работе с тяжелыми орудиями была предусмотрена возможность установки дополнительных грузов на ступицы колес. Несмотря на то, что по техническим характеристикам МАН-2 F1 не выделялся среди конкурентов, у него были свои сильные стороны, к которым можно отнести доработанный двигатель и высокое качество сборки. Не менее важную роль играла и репутация бренда MAN на рынке, благодаря которой модель пользовалась устойчивым спросом, особенно среди консервативных сельских покупателей. Основной сферой применения МАН-2 F1 были малые и средние фермерские хозяйства, где трактор использовался для вспашки легких почв, культивации, посева, покоса и транспортных работ. Также трактор нашел применение в качестве вспомогательной машины на крупных сельхозпредприятиях для выполнения специализированных операций на участках с ограниченным пространством. Механизаторы того времени отмечали простоту управления, надежность конструкции и низкую стоимость эксплуатации трактора. Особенно ценилась простота его технического обслуживания. В основном МАН-2 F1 поставлялся на внутренний немецкий рынок, но есть документальные подтверждения поставок трактора в Австрию, Нидерланды, Бельгию и Сербию. Цена его на момент выпуска составляла 7000 немецких марок или $1700 США. Достаточно много экземпляров МАН-2 F1 дошло до наших дней в рабочем состоянии. Их все еще можно встретить в полях. Эти трактора активно реставрируются специализированными мастерскими и обычными энтузиастами, принимают участие в исторических парадах, выставках старинной техники и встречах коллекционеров. Отдельные экземпляры находятся в музеях сельскохозяйственной техники, включая музей МАН в Аусбурге. МАН-2 F1 воплотил принципы немецкого инженерного подхода – надежность, функциональность и долговечность при разумной цене. Несмотря на использование заимствованных технических решений, для компании MAN этот проект стал первым коммерчески успешным проектом в тракторостроении. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем счастья, радости, любви. Пока!